Так, теперь нужно сделать утяжку. Значит, нажимаем на глаза и смотрим, где проходит линия. Вот здесь, здесь и здесь. И вот давайте пробовать. Посмотрим, что получится. Вот, подтягиваем нитки, смотрим, кому какая утяжка понравится. Все, теперь закрепляем нитки и прячем в голове. Так, теперь берем белый цвет. Вот, отличается, видите? Не этот беру, а именно белый. Кольцо амигуруми нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 6. Так, что хочу сказать. Вы свяжите, посмотрите, если очень большой получается вот эта часть, значит потуже придется связать. Но не забывайте, что вам придется вязать 2 одинаковые части. Так. Теперь я буду заходить вот в эту петлю. Вот в эту. Самое первое. Конечно, нужно зайти за полупетлю вот сюда. Но это будет сложновато. Поэтому я зайду сначала сюда, столбик провяжу, а затем второй столбик провяжу за переднюю полупетлю. Вот, мне 2 эти петли нужны. Ставим маркер.
Провязываем 1 и под следующую полупетлю 2. Теперь в следующую петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Дальше 2 столбика. 1, 2. И под последнюю петлю 3 столбика. 1, 2, 3. Во втором ряду 10 столбиков без накида. Так, третий ряд. Дальше в эту петлю вяжем 1 столбик, в следующую петлю тоже 1 столбик, а сюда в 3 петли вяжем прибавки. 1 и сюда же 2. В следующую петлю. Один. И сюда же 2. И в третью петлю 1 и 2. Далее 2 столбика, 1, 2. И опять 3 прибавки. 1, сюда же 2. В следующую петлю 1, сюда 2. И сюда 1, 2. В третьем ряду 16 столбиков без накида. Четвертый ряд. 2 столбика без накида. 2. Далее вяжем столбик без накида, прибавка 3 раза. Столбик без накида, прибавка 1 раз. Столбик без накида, прибавка 2 раза. Столбик без накида, прибавка
3 раза. Опять 2 столбика. 1, 2. И опять вяжем 3 раза. Столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, прибавка. 1 раз. Столбик без накида, прибавка. 2 раза. Столбик без накида, прибавка. 3 раза. В 4-м ряду у нас получилось 22 столбика без накида. 5-й ряд вяжем. 11 убавок. 1, 2, 3, 4. И так вяжем по кругу. И в 5-м ряду должно остаться 11 столбиков без накида. Так, после того, как закончили 5-й ряд, центральную нитку стяните, эту отрежем. И теперь ряд нужно закрыть. Как обычно, значит, нитку вытаскиваем. Так, вот здесь у нас маркер на этой петле лежит. Здесь убавление было. Значит, эту петлю пропускаем. Вот, под следующую заходим. Протянули. И теперь заходим в ту петлю, откуда нитка у нас вышла. Так, и эту нитку внутри нужно зафиксировать. Вторую деталь вяжем точно так же, но нитку не отрезайте пока. Мы будем их вместе сшивать. Так, связала я вторую деталь. Вот у меня 2 детали. Нитку отрежьте такую, чтобы их можно было сшить. Чтобы в иголку вставить. Вот, вытягиваем. И теперь смотрите, как мы должны сшить. У нас вначале всегда шли 2 столбика. Дальше было по 3, прибавки были тут. То есть здесь пошире было. А узкая часть вот эта. Значит, вот эту часть
Где у нас маркер? И вот здесь, где маркер. Так, второй надо затянуть. Нитку убрать. И вот где маркеры у нас. Вот так мы их должны сшить. Так, здесь мы закрыли. Ну, давайте вот от маркера одну петлю пропустим в ту сторону. Потом сюда. И опять сюда. Так, теперь давайте следующую петлю. И откуда вышла нить. Еще в одну петлю. Следующую. Так, и где нитка уходит. Так. Ну, можно еще один раз. То есть мы сшили с вами петля в петлю. Вот. Вот таким образом. Теперь эту нитку уводим внутрь и закрепляем. Так, теперь маркерные нити можно удалить. Ну вот. Впоследствии мы немножко наполним синтепухом. Вот такая заготовка получилась. Теперь берем розовую нить. Будем вязать нос. В кольцо амигуруми вывязываем 8 столбиков без накида. 1. 2. 3. Старайтесь вязать по плотности точно так же, как вязали эти детали. Восемь. Так, я поставила маркер. И вяжем 8 прибавок, то есть под каждую петлю по 2 столбика без накида. 1. За переднюю полупетлю 2. Сюда же второй.
Под следующую петлю 2 вяжем. Три. Восьмая прибавка. То есть во втором ряду 16 столбиков без накида. Так, теперь вот здесь центр стяните как следует. Третий ряд вяжем без изменения 16 столбиков без накида. Один, два, три. И так вяжем по кругу. 8 убавок. То есть 8 раз провязываем по 2 петли вместе. 1, 2, 3. И так вяжем до конца ряда. И в этом ряду у вас должно получиться 8 столбиков без накида. Пятый ряд, 4 убавки. 1, 4. Вот. Так, что мы имеем на данный момент? Вот здесь у нас есть отверстие. Вот сюда можно будет наполнитель вставить. Значит, нитку отрежьте, но оставьте для пришивания. Так, да. Теперь что делаем? Берем нашу заготовку и смотрим, куда лучше прикрепить нос. К этой стороне. Ну, там синтепух еще вставится. Либо к этой. Вот, можно даже, прям смотрите, по центру так пришить. Ну, немного синтепухом нужно набить. А сюда мы сейчас рот свяжем. Теперь свяжем рот. Вяжем тоже белыми нитками. В кольцо 4 столбика без накида. 1. 2. 3. 4. Далее вывязываем одну воздушную, поворачиваемся. 1, 2, 3. И вот в последнюю петлю вот сюда
4. Так, здесь стягиваем. Дальше 1 воздушная. Это будет 2, 3. Сюда между петель 4. И в последнюю петлю вот сюда 5. Вот тип такого треугольника. Тоже оставляем нитку для пришивания. Вытаскиваем. Дальше все складываете. Берете синтепух. Немного наполняете вот эти детали, так? И складываете. Так, вот этот маркер уже не нужен. Складываете. Так, это мы закончили, здесь начинали. И вот так пришиваете. Короче, варьируйте, смотрите. Желательно, значит, что сделать? Вот этот угол пришить сюда, этот угол сюда, и он немножко вот так согнется. Вот. Фантазируйте, пришивайте. Так, ну что, пришила я мордочку. Значит, все детали я сшила вместе. Затем взяла иголки, булавки. Сначала наколола в центр. Причем, смотрите, от низа глаза пропускаю 1 ряд и ставлю розовый цвет. И накалываю по центру. Так. Дальше. Они же у меня сшиты вместе. Вот эта розовая часть, белая и рот вместе сшиты. Вот. И дальше уже они сами по себе ложатся. Ну, тут у меня получается вот от глаза 1, 2. Вот где-то под 3-м рядом начинается белое. Вот, по центру вкалываем эту. И чтобы удобно было пришивать, лучше всего дальше булавки накалывать вот в край. Вот в эти места. По краю. Вот. И вот так по краю накалываем иголками, булавками. Дальше. Кто-то может пришить обычной иголкой. Я пришивала. Вот у меня иголки есть вот такие. Я брала в наборе.
Вот. Я брала средний диаметр. Вот они. Вот я брала средний диаметр. Вставляла нитку. И затем пришивала. Чем они хороши? Они заходят, ими удобно вязать в труднодоступных местах. Вот так зашел и вывел там, где надо. Опа. Раз. И прошиваем. Опять. И прошиваем. Для меня удобнее работать вот такой иглой. Ну, вы там уже смотрите сами. Рот я не стала пришивать. Это не критично. Вот. Значит, эти части я пришила белым цветом. Эту часть, нос, пришила розовым цветом. Теперь что? Уши пока не пришивайте. Они будут вам мешать. Потому что если вы будете делать отделку, обвязку вот здесь, воланы, рюши, то с ушами будет неудобно обвязывать. Да ну и юбку тоже. Так, теперь что делаем? Берем черную нитку, отрезаем небольшой кусочек. Так, вот один. Ну, примерно такой же, второй. И прикладываем. Смотрим, где лучше расположить брови. Здесь или выше. Допустим, вы определились, где у вас брови будут. Да? Берете булавки и накалываете. Можно даже вот в нитку попасть. Вот, в нитку. Ну, это я так примерно показываю. Так, дальше. Опять отрезаете кусок нитки. Один. Второй. И укладываете вот вокруг глаза. И смотрите, как у вас должно идти. Это ресницы. Можно мальчику, кролику. Можно девочке, крольчихе. Так, здесь не держит. Вот головкой от иголки. Может, покороче у вас получится, понадобится. Вот так, да? Вот, накололи все. Можно взять готовые ресницы для девочки. Так, вот у меня вот такие ресницы есть. Вот, на клей посадить и приклеить. А вот покупала в фикс-прайсе ресницы накладные. Можно вот такие использовать. Попробовать можно.
Но я боюсь, что эти ресницы, они длинные будут, сюда будут выходить. Поэтому, наверное, буду использовать вот эти. Нужно один раз приклеить и еще сверху кусочек приклеить. И тогда будут они густыми. Фантазируйте. Так, закончила я оформлять мордочку. Значит, я вам расскажу, где я крепила брови, а вы уже там сами решаете. Значит, от глаза 1, 2, 3, 4 ряда пропускаем. И от центра пропускаем вот 1, 2, 3. 3 столбика. И наискосок вот 1, 2 столбика наискосок. Все. Это точно так же. По поводу ушей. Связаны уши. Прикрепляете к голове, прикалываете булавками и смотрите, какое положение вас устраивает. И затем пришиваете. Значит, уши я пришивала вот такой иглой. Ну, тут сколько у меня? 1, 2, 3 ряда от центра пропустила, 3 или 4. И уже пришиваете. Здесь можно, в эту часть головы, можно бантик связать или готовый взять. Можно взять вот готовые цветы разного цвета, сплести венок вот сюда из разных цветов. Вы их отделите и сплетете венок.